Так, добрый день, или вечер, или ночь, или утро. Всем, да, мальчикам, девочкам, мужчинам, женщинам, бабушкам и дедушкам. Всем привет, всем с возвращением там. Всех с возвращением, да. Значит, продолжаем проходить Kingdom Come. Вчера мы... Что мы? Ну, мы нажрались как свиньи, в принципе. Проверка на запись. На запись все хорошо. Значит, мы нажрались вчера как скотины. Вот с этим вот лысым. Ой. Так, шматье мы одели, это все одели. Нажрались, значит, там позанимались, покуролесили. Ну, типа, было весело, конечно, но... Это смотря с какой стороны посмотреть, кому весело, кому нет, потому что сейчас им обоим очень-очень плохо. И Индра потерял силу, и все, он все потерял. Чуть-чуть всего поднималось. Вот. Опьянение у нас, эффект опьянения у нас отдался, да. Вот, и мы, собственно, продолжаем, нам нужно... Здравствуйте. Нам нужно, значит, провести... О, как нас шатает. Хорошо шатает. Надо провести, значит, нам... Я сделаю вид, что этого я не слышал. Значит, нужно провести как-то... Репутация понизилась сразу на автомате. Почему? Почему, непонятно. Доброе утро. Доброе утро, граждане. Проповедь мы пришли читать. Я уже думал, не явится он, пьянчуга. Ты посмотри, на ногах еле держится после вчерашнего вечера. Да ты с ним вчера пил скотина, ну погоди. Ну и что-то еще базарит. Вы гляньте, Матерь Божья, его ж вот-вот вырвет. Не, Христи, я из-за вчера глаз не сомкнул. А чё Индра такой побитый? In nomine Patris, Да. et Filii, et Spiritus Sancti. Sancti. Амен. 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 Accepit panem in sanctas at venerabilis amanus suas. Hac facite in meam commemorationem. Brothers and sisters. Братья и сестры, кто-то из вас, возможно, уже имел честь познакомиться с Индржихом из Скалицы. Он здесь по воле пана Гануша для выяснения виновных в гнусном злодеянии в Нойхофе. Да. Вы, вероятно, не знаете, что Индржих недавно был в Праге и милостью Божией смог попасть на проповедь магистра Яна Гуса из знаменитого Пражского университета. Мне удалось убедить Индржиха выступить сегодня здесь и поведать вам услышанное, ведь, как вы, вероятно, знаете, Ян Гус очень знаменит в Праге своими проповедями. Итак, Индржих, можешь начинать. Бля, все побитые. Все побитые, грязные в говне. Вот любопытно, кого из них раньше стошнит. Так, -1, это, ну да, такое, крестьяне 667. Уверенно начинай проповедь, начать долгую проповедь, начать скромную проповедь. Уверенно, наверное, типа... Братья и сестры, перейду сразу к делу. Я хочу рассказать вам о церкви и о том, как она прогнила. Отчаянно малы.
Господь, сука, время. Господь стоит во главе церкви, нам велят... Не стоит верить в церковь, поскольку церковь не есть Бог. Бог превыше всего, а церковь лишь средство к спасению, чего не желают слышать прилаты. Бля, на время ненавижу. Он прав. Продолжит суровым тоном, продолжит многословно. Скромно давай. Эта нечестивость духовных пастырей приносит несчастье на нашу голову. Чума, половцы, голод и хаос. Хаос, хаос, по-моему. Нечестивые богатства, в которых утопает церковь, отправляют ядом все христианство. Когда собаки дерутся за кости, отними у них кости, они перестанут. Как стая воронов, они что спустилась на эти земли, дабы... Они не знают жалости, их сердца поражены сердоболем, сребролюбом, блядь. Хочешь крестить ребенка — плати. Хочешь воровать и убивать — плати. И тебя отпустят грехи. Прилаты грешат и сами прощают себе свои прегрешения. Позор, позор им! Поговорить о грехе блуда, поговорить о пьянстве, грешить свойственно человеку. В обычные прожорливых прилатов и монахов проповедуют. Вспомним брак, когда сам Господь наш Иисус Христос пировал с другими гостями и пил в волю, а когда вино... Он с кем с кем шли бедные странники, простой люд, блудницы и смутьяны. Вот такая проповедь мне по нраву. Нет, братья и сестры, Иисус не прорицал винопитие. Пейте, чтобы облегчить свой крест в этой юдоле слез. Ибо во всем должна быть сдержанность, и не само питие грешно, но невоздержанность в нем. Он прав. Продолжать суровым тоном, продолжать многословно, продолжать скромным. Мы скромным тогда поддержим, давай еще раз скромным. Довольно о грехе, о котором так любят проповедовать прилаты, и искупление которого они обещают, если вы заплатите. А если раскошелится сам дьявол, епископы скажут нам, что он тоже вознесся на небо. А что сами епископы? Они грешат, не ведая раскаяния, а на деньги, отобранные у бедных за индульгенции, держат статных коней. Они играют в кости и одевают своих любовниц в дорогие меха, тогда как Христос, Агнец Божий, ходил босиком, и нигде ему было преклонить коней. Вспомните о совести, вы, грабители бедных, ибо видеть вас... Долой, прилатов, долой! Повезло нам, что у нас наш добрый отец Багута. Он хотя бы человек простой и честный. Критиковать священника о том, что Багуту, критиковать... Привести к заключению цитату. Бог видит, что происходит на земле, и Он полон праведного гнева на тех, кто должен искать спасение души, но вместо этого ищет маммон. Благословенны те пастыри, что разделяют бедность с паствой своей, что едины с нами и вместе с... Да, слава в честь Багуте, пусть же пьет вместе с нами. Это все, что я слышал в Праге. Аминь. Еба, я практически наугад вообще выбирал. Что успел прочитать такое из... Логично. Мало хорошо выступил, учитывая, в какое он состоянии. Он прав, этот гус. Юноша, конечно, зря столько пьет, но зато... Верно, верно, так хорошо, что он сюда пришел. Я-то вряд ли когда-нибудь... Еба, я красавчик. Проповедь читаю, рыцари, людей спасают, девок. Да, мой мальчик, у тебя талант отрицать не могу. Ты меня здорово выручил, я почти все запорол. Да, я заметил, не только я. Ну так что ж теперь, как? Что насчет нашего уговора? Хоть это и грех, как и чревоугодие и блуд, Бог прощает кающихся. Так что там сказал хромой Любаш? Был он в тот день в Нойхофе? С кем он был и где они сейчас?
А ну потише, уж прости, но такого он не рассказывал. Не вздумайте меня подвести, я вон сколько за вас вынес. Ну, Любаш ко мне пришел вскоре после того, как все случилось. Его мучила совесть, должен сказать, он в итоге оказался лучше, чем можно подумать. Он сказал, что их нанял на дело какой-то их приятель. Сначала думали, что просто украдут лошадей, но потом все пошло наперекосяк и дошло уже до убийства. Ни он, ни друзья его этого не хотели, поэтому они поссорились с остальной шайкой и сбежали. Поссорились? Ага, а в лесу Нойхофа нашли труп. Это кое-что объясняет. Любаш все бормотал, что он, мол, не убийца, что он не хотел. И так я знаю, что Любаш прикончил убийцу и сам теперь тоже мертв. Беда в том, что мне нужно найти других, тех, кто еще жив. Нужно знать, кто они и где они. Он упоминал о только клички. Он еще упоминал неких Вонючки из Ледичка, Святоши. Святоши. Видимо, такой же Святоша, как и я сегодня. Чепуха, из тебя бы прекрасный священник вышел бы, да. Уж как-нибудь с твоим-то талантом ты отыщешь в Тальберге этого Ваню. Что же, теперь придется больше-то особых зацепок нет. Будем надеяться, что хоть... Будем. Не хотелось бы мне попусту рисковать отлучением. Что же, удачи и береги себя. Это явно народ непростой, а мне с тобой еще хотелось бы как-нибудь опрокинуть кружечку. Постараюсь, хотя вряд ли выживу, если снова с вами кутить стану. И если кто спросит, я тебе ничего не говорил, я буду все отрицать. В этом не сомневаюсь, да. Пошел ты в жопу, не собираюсь с тобой больше бухать. Ну ладно, рассказал, что знал, это хоть и то хорошо. Ну все получается, видите, вышло так, что не такая уж и тайная эти исповеди. Вы же ушли. Поэтому... Да. А когда у нас вот это вот времени не написано, когда это ГЭС падет, да? У нас по сытость 74, здоровье 74, энергия 93. Сивка наша там стоит, умничка Сивка, вообще молодец. А чё я бежать? У меня ж нет перевеса. Чё я... Где мой бег? Так. Надо поспать. А это честь для меня, что такому рыцарю, как ты, что-то от меня. Так, поспать бы. Поспать бы, да. На ночь. Да, давай на ночь, конечно. Заплатить. Держи. Да. Закончить. Поползли. А почему Y? Почему не Е? А, это типа я на русской раскладке включил? Блять. Ладно, сейчас сохранимся, надо будет перезапустить. Давайте восстановим здоровье. Я надеюсь, с нас как раз спадет вот эта вот алкашка, что мы пьем. Напились, скажем так. Так, сохранение прошло, алкашка ушла, инвентарь, все хорошо. Значит, встаем, сделаем выход, сделаем с вами выход. И
Пошло обновление. Зачем обновление? Ага. Хорошо. И, значит, запускаем Kingdom Come. Обратно. Обратно запускаем Kingdom Come. Стоп, а я раскладку какую включил? Бля, снова русскую раскладку включил. Зачем оно так тупо меняется? Нафига это? Еще раз. Еще раз. Включаем английскую раскладку. Еще раз запускаем. Пропускаем. Что так долго загрузка идет? Долгая загрузка, долгая, да. Сразу, как обычно, FPS скидываем. Чтобы не было бесполезной нагрузки. Нажимаем продолжить. И если ты изводился в грязи, не обязательно сломя голову. Так, запись продолжается, хорошо. Теперь у нас... Теперь английская, отлично. Так. Все, мы в принципе сделали. Сейчас там, думаю, в котелке уже что-нибудь приготовили. Мы тут вроде хавали с котелка. Так. Нет, ничего не приготовили. А почему ничего не приготовили? Как бы Индра кушать надо. Сил набираться, а ему ничего не приготовили. Да, это не дело, конечно, не дело. Сивка, наша дорогая сивка. Так, что у нас тогда по квесту? По следу. Я должен выследить другого члена шайки Нойхов. Парня по кличке Вонючка. Это хорошо, конечно. А где мне его выследить? Скажи, пожалуйста. То он где-то в ледичке, да? Ледичка, ледичка, ледичка. А мы далеко. Ой. А мы далеко. А что у нас у коника? Вот это вот наши поножи. Мы их заберем, конечно же. Конечно же, мы их заберем и оденем. Они уже отмылись. Значит, снарядить. Снарядить. Я думаю, идти на этот... По основной сюжетке дальше или посмотреть какие-нибудь квесты. Интересные. Интересные квесты. Там вот я вижу 1 звездочка, 2 звездочка. Здесь больше со звездочками ничего нет. А вот это вот что? Персонаж с заданием. Персонаж с заданием. Бля, занятие. Какой-то... Как это со звездочкой эти называется? Есть, короче, занятие, есть новое задание. И есть вот это вот персонаж с заданием. Бля. К чему эти разделения, если честно, понять не могу. Так, тут у нас Тальберг, тут у нас никаких заданий нету, тут занятия просто, занятия, никаких занятий, больше мы уже это поняли.
Так, это все уже, там ничего нету. Вот тут вот есть новое добавочное задание какое-то, не знаю, что это, но можно смотаться, глянуть. И тут персонаж с заданием как раз. Еще тут есть купец и кузнец, и можно им загнать как раз эти варежки, чтобы они не валялись. Так, так. Значит, поехали в Самопешт. Там возьмем заданица. Что там за они? Что там? Что? Крестьяне? Вооруженных крестьян? Что-то... А чё, крестьяне вооруженные? Не понял. Это значит не крестьяне. Западня. Может попробовать? Давай разведаем. Опа, там с собаками. Там с собаками. Много ли их там? О, пацаны, это вы зря, конечно, да. Камон, давай, камон. Все? А чё вы-то как-то близко к деревне? Объясните, пожалуйста. Ага. Еще так кто-то есть, да? Пацаны, с вас взять-то нечего. Чё вы такие эти? F. Бросить тело. Давай меч какой-то, тесак. А что еще раз у тебя? Понятно. Там еще кто-то был. Сейчас Индра всем пиздюлей даст. И чё? Все? Тут же еще кто-то был, не? Я тут слышал собаку еще стабильно. И, по-моему, еще один чувак убежал в лес. Но, походу, он убежал, испугался. Он Индру увидел. Крутого мужчину. Ну как, мальчика. И убежал. Ну, понятно. Значит, разбойники нам не страшны. А что с мышкой? Мышка. Мышка хорош дурить. Давай не этот. Нет, открывать нам ничего не надо. Давай, я. Так. Давайте по-быстрому добежим. Вот так-то. Так, кузнец, получается, у нас там. Давай. Купец, походу, ушел, я не успел. Наверное, кузнец тоже сейчас уже все уйдет, да? Если уже не ушел. Сундучок. А, вон, да, он обозначался этим. Стой! Слышь, чё? У меня к тебе дело есть. Подожди. Да, здорово, здорово. Ты не хочешь подрывать? Что-то не так? Вот тут какое-то... Что-то... В чем дело? В турнире. Вечно он меня расстраивает. И почему турнир тебя расстраивает? Сердце болит, как вспомню про святого сына Святополка, упокой Господь его душу. Он всегда любил биться на мечах, даже когда еще пешком под стол ходил.
И то много лет копил, чтобы купить настоящее оружие, а потом и я глазом моргнуть не успел, а уже разучил уйму ловких приемов до выпадов. Так что, когда он услышал про турнир пана Гануша для прострели... Турнир опасен? Ясно, его ранили на арене. Упаси тебя, боже. Пан Гануш такие правила установил, что оттуда разве что с парой синяков уходит. И он зорко следит, чтобы правила соблюдались. Видимо, да, твой сын побеждал. Твой сын когда-нибудь выиграл в турнире? О, да, и не раз. Святополк не был сильнее прочих, зато ловок был как хорек. И всей душой, видимо, любил. И что тогда с ним случилось? Ну, на турнир записался один молодец по имени Петр. Его прозвали Черным Петром, зато он побеждал всех и каждого, никто с ним не мог сравниться. Только Святополк захотел победить его, вот и начал упражняться день и ночь. Даже к сотнику Бернаду за уроками стал ходить. А на последнем турнире он одолел Черного Петра в решающем поединке и выиграл. Вот только домой он в тот вечер не вернулся. Как я понял, он остался в Ротае выпить и отпраздновать победу, но потом не пришел, и на утро я начал волноваться. Я как раз собрался отправиться на поиски, а тут мимо. Моего мальчика нашли у дороги, прямо возле Ротая. Он был еще жив, но его лихорадило. Он весь трясся, как осиновый лист. Я сразу послал за костоправами, вот только... И дня не прошло, как пришлось посылать уже священником. Ага, типа, ты думаешь, мы что там траванули? Твоего сына убил Петр. Думаешь, Черный Петр убил его? Да, мне это первым делом в голову пришло, но доказательств нет. Так что это, пожалуй, мог быть кто угодно. Что тебе известно о Черном Петре? Черный Петр. Немного я поспрашивал, но никто ничего толком о нем не знает, кроме того, что он самодовольный ублюдок. Он всегда появлялся на турнирах, забирал свой приз и исчезал бесследно. Твой сын был ранен, Святополк был ранен, так тебе же сказали. Все пара порезов, царапин, обычное дело для турнира. А от этого еще никто не умирал. Даже костоправы и те поняли, что его убило. Я принял участие в турнире. И что? Ты был прав насчет Черного. Он дюжий ловкий мужик. Я записался на турнир, но не выиграл. Черный Петр снова одержал победу. Он чертовски хорош. А ты узнал что-нибудь о том, как умер мой сын? Нет, прости. Ну что ж, я не надеялся, что можно что-то отыскать, когда уже столько воды утекло. Хотя бы спасибо, что попытался. Блядь, разбойник, прикиньте. А хули ты тут делаешь, слышь? Блядь. Все, сдох. Ты видал? Ну и задал ты ему. Спасибо, ох уж эти сороки-вороки, никому нельзя верить. И чтоб ты знал, я не скряга, вот тебе небольшая награда. 4 грошика, спасибо. Еба, задание за заданием прохожу. А что за задание, вообще понять не могу. С тем чуваком, получается, мне надо было расследовать, ну, сделать расследование, типа, убил ли его этот Черный Петр. Но надпись появилась, видимо, потому что я уже участвовал в турнире, но я ничего не выяснил. Бля, ну, получается, по сути, я не прошел задание. Ну, мне кажется, что, может, там кто-то и виноват. Может, и не Петр, но кто-то. То есть, а я-то не расследовал, и, получается, я просрал задание. Как бы я его прошел, но в то же время просрал. Ну,
потерял заданец, ладно. Чё ты? Обобрать. А почему украсть? Это ж разбойник, блядь. Ну ладно, не будем, мало ли. Еще кто-нибудь заметит, буду я еще из этих тряпок и там 10 грошей страдать. Не надо мне такое. Так. О. Поесть с котелка, быстренько. Пока мы на частной территории, то... прошу прощения, все хорошо. Там все хорошо, да, я просто... Я забежал похавать просто. Уже все в порядке, не переживайте. Так, мне дали, в принципе, за задание только бабки. Но получается, теперь нам снова до... А, нет, стоп. А что за задание здесь? Персонаж с заданием. По-моему, у корчмаря нет такие задания. Ну-ка, давай поговорим с тобой. К вашим услугам, пан рыцарь. Что значит, как идут дела? Как идут дела? Местные стараются друг другу помогать, но это не так-то просто. Только вчера был здесь парень из Ровны, жаловался, что все у них плохо. И что? Это типа он мне дал наводку, что едь туда-то, возьми там-то квест какой-нибудь. Да делать мне больше нечего, да, конечно, ага. Полетел. Полетел Индра, да, ага. Ровно. Так ровно же разрушено это. А кто там? Кто может задание давать, не понял. Что за дела? Персонаж с заданием. А что мне там показывает? Журнал, по следу пока отключить. Оружие, факел. Слезть. А что ты тут делаешь, братан? Тут это ты, да, это ты. Хм. Ну давай поговорим. А я надеюсь, что мои скромные услуги будут тебе полезны. А вы живете здесь в одиночестве? Похоже, жизнь вокруг не бурлит. Так вы остались здесь жить в одиночестве? Именно так, сам по себе. Остальные либо были убиты половцы, либо сбежали в Ратая. Как вышло, что вы живете здесь один? Печально слышать, что удерживает вас здесь, вдали от людей. Мой старший брат сбежал с бродячими музыкантами. И когда отец оказался на смертном одре, то заставил меня поклясться, что я не брошу этот дом. Видно, вы серьезно отнеслись к этому. Да, но здесь снова становится опасно жить. Ну так а что ты тут делаешь? Половцы? Будь это половцы, я взялся бы за топор, да и дело с концом. Выпрашивали еду, и уж будь уверена, отказ принимать не желали. Будь они хоть немного голоднее, клянусь. Да, вокруг и правда бродят подобные шайки. Здесь был настоящий кошмар, когда люди вернутся. Я видел разруху, что они оставляли после... Это было ужасно. Люди искали укрытие в костеле, но эти пёсьи дети ждали там. Они прекрасно знали, где крестьяне попытаются спрятаться. А где укрылись вы? Милостью Божией я сумел увести свою семью в лес. Но я не вижу никого из ваших домашних, и надеюсь, те мерзавцы их не выследили? Нет, нет. Для того, чтобы напасть на мой след, нужно
быть куда внимательнее, я отправил жену в Раттая. Когда люди... Как думаете, крестьяне еще вернутся в свои дома? Насчет скалицы не знаю, но здешние люди точно хотят вернуться. Единственное, им недостает духовной поддержки. Вы священники? Именно, когда страна охвачена войной, знать сражается ради защиты своих владений, а простым людям нужно, чтобы кто-то позаботился о них. Разумеется, он разве здешним приходом не управлял священник, так и есть, однако со дня нападения от него ни слуху, ни духу. По меньшей мере, его нет среди беженцев в Раттае. И правда, его там не видел. Но если тебе это интересно, юноша, можешь помочь нам найти священника? А разве это не обязанность епископа? Разве не епископ должен? Наверняка ты прав, однако ему не до этого. Зачем тратить время и искать священника для деревни, в которой остался-то всего один старый дурак? Вы наверняка правы. Ну, это логично. Ну, блядь, съедь отсюда, не понимаю. Я всегда могу расспрашивать на этот счет. Я совершенно не представляю, откуда начать. Я могу с этим помочь. Пару лет назад в Скалице был другой священник, кажется, Симоном его звали. Симон, отец Симон, помню его, это ведь он пропал. Да, не хочу сплетничать, но говорят, что он был влюблен в свою ключницу, а потом она, бедняжка, от чего-то умерла. Угу. Какой... Почему стыд? Что он влюблен был? Я об этом не слышал. Какой стыд, блядь. Что ж, такой истории я еще не слышал. Ее слышали только те, кому любопытны подобным. Итак, история завершилась следующим образом. Симон покинул свой приход и исчез. Об этом тебе уже долгое время от него не было новостей, до самой нынешней весны, когда он вдруг появился здесь снова. И что же он тут делал? В том-то и соль, говорят, он стал отшельником. Ладно, и где мне его отыскать? Точно не скажу, но ты мог бы сперва поговорить с родителями той девушки. У них хозяйство неподалеку, наверняка знают больше моего, возможно, они даже беседовали с ним. Отправлюсь туда и выслушаю все, что... Да пребудет с тобой Господь, юноша. Я буду молиться за то, чтобы ты нашел его. Если какой-нибудь варвар заколет меня, не переживай, я кого-нибудь приведу. Но это уже, конечно, ну, наверное, я надеюсь, поинтереснее. Это не, блядь, не иди там, найди зайцев, убей, потом принеси, еда сдохнет. И ты пойдешь снова, и ты должен будешь снова пойти искать зайцев. Так, это мое. Это мое. Господи. Да, вот это на лошадь, это вообще выбросить. Херня какая-то. Хорошо. Здание у нас включено, да? Служитель церкви, да, хорошо. И чё? Где это? О. Это далековато, да. Мы тогда, поскольку сейчас ночь, и мы плюс еще прибежали сюда... Ну, как бы на сохранение брезговать не надо, поэтому мы сейчас... А где это было место? А, это вон там вот далеко. Наша маленькая мини... Что за прикол? Это же где-то здесь. Вот в этом мы ночевали. Нет, разве? А чё оно сгоревшее? Чё за дела? Так, не надо мне застревать. А почему оно сгоревшее? Не понял прикола, конечно, я. И сюда не попасть. Книга какая-то или что это? А, ну это взять даже нельзя, тряпка.
Ну, все получается. Получается, я без домика, но мне казалось, он там. Может, его типа как спалили. Но это странно, если честно, что прям в реальном этом полили дома. Ладно, мы побежим туда. Может, вообще сохранение было? Все, сохранение было, что париться тогда? Значит, побежим туда наверх. Погнали, лошадка. Тут на нас любили где-то нападать, да? Любители нападений всяких. Опа. Ну, блядь, да. Сука. Сука. А может, ты отпустишь меня, нет? А чё вас так много, пацаны, а? Вот видите, вроде как колхозники, да? Но за счет того, что просто, ну вот они берут количество. Отбиваться, ну, мне кажется, это нереально. Против 5 человек еще вот эта вот псина, блядь, хватает коняшку и сбрасывает. Я не представляю, как против там 5, которые тебя окружают. Ладно, они там... Опа. Вот наше место. А где это? Это здесь было. Все, что-то я затупил. Ну ладно. Когда коняшку скидывает, ну это, блядь, смешно, честно. Против 5 человек тебя дубасят со всех сторон. Это логично, что ты ничего не сможешь сделать. Как-то так их оббежать, да? Туда я бегу, туда. Ладно. Вообще вопрос. Тебя кусает собака. Ты, по сути, ты в металле. У тебя латы. Блять, там у собаки зубов остаться не должно. Что? Как оно там грызет что-то? И вообще держит руку, я не представляю, потому что, ну, представьте, вы кусаете металл, да? Вы кусаете кусок металла. Он, если вот вы кусаете чью-то руку с металлом, ну, типа, да те же латы, вот вы укусили, к примеру, или даже собака. Логично же, что если человек просто резко дернет, все, у тебя либо зубы повылетают, либо, ну, латы как минимум выскользнут, потому что они скользкие. В чем прикол? Типа, вроде как реализм, но тут есть некоторые игровые условности, поэтому не такой реализм, как вы думаете. Здравствуйте, это вы? Ну да. Охрань тебе Господь, чем я могу тебе помочь, добрый рыцарь? Я ищу отца Симона, я ищу священника отца Симона и слышал, что вы... Симона, и зачем он тебе понадобился? Я хочу вернуть его в приход святого Иакова. Я ищу священника, что раньше возглавлял приход святого Иакова. Не знаю, смогу ли я тебе помочь. Как по мне, он никогда не вернется в свой приход. Ладно, и что ты хочешь узнать? Симона, вашей дочерью, что произошло? Что между ним произошло? Ничего. Что не случилось бы раньше, наша Мария была ключницей в Скалице. Она была хорошенькой, прихорошенькой. Да, и он был молод. Ну и сталось между ними все, что бывает между пригожей и молодежью. Вернулась. А что вернулось?
Давайте мне сообщение. Чего там она вернулась? Вернулась она как-то домой на сносях. Ну, случается. Что поделать? Ничего не поделать. И я сказала то же самое. Я просто радовалась, что наша девочка не... вот только подержать ребенка в руках ей так и не удалось. Она умерла в родах. Соболезную вам. Таков удел женщины. Мужчина встречает смерть в бою, а женщина на руках. А что случилось с Симоном? Он, бедняга, переживал больше прочих. Он был уверен, что гнев Господень поразил Марию из-за блядства. Бред это, блядь. Что за ерунда? Люди постоянно грешат друг с другом вне супружества, и Господь никогда не карает их. Тоже я ему сказал, но он мне учить священника. Но не мне учить священника, да и как знать, может он не был прав. Скорбь одолела его, он едва говорил, не ел, отказывался брать новую прислугу. А в один прекрасный день пресвитерия пустела. Прошло немало времени, прежде чем к нам приехал другой священник. Почему, блядь, как-то тяжело читать вообще, некоторые слова прям вообще непривычные. Где он? Где можно найти его? Говорят, он бродит в округе. По округе. Я и об этом слышала и склонна в это верить, пусть и не видела его сама. Как так? После того, как почила наша бедняжка Мария на часть из уплаченных им грошей, мы поставили крест у дороги. А недавно возле него стали появляться венки из окопника. Думаете, Симонов приносит? Кто знает, может это чудо. Я бы во что угодно поверила, но свежих венков какое-то время не было. Он, должно быть, снова куда-то ушел. Понятно. И где этот крест? Можете сказать, где находится этот крест? Конечно, при шахтах к западу от Скалицы есть отстойники, блядь. В лесу на холме над ними есть несколько тропинок. Крест Марии возле одной из них ближе. Хорошо, спасибо. Найди священника. Я пойду. Ладно, если найдешь, передай, что мы держим на него зла. Не держим, да? Доберись до креста, я дам ему знать. Ну, женщина вообще логично говорит, блядь. Приблуд, чё, блядь, ну это бред. Ладно, не будем про религию, всех своя, ну, не знаю. Я лично считаю, что, блядь, да любой священник может влюбиться в женщину, в этом ничего такого нет, это, ну, бред. Мы, как если смотреть со стороны, там, той же Библии, мы все люди Божьи, вне зависимости от пола, поэтому вообще пофигу. Что ты, хотела моего коня поцеловать, да? Сивка, смотри, он у тебя прям... Сивка, что ты делаешь? Не надо, не надо, она вроде замужем, не надо, Сивка, давай, потом тебя кого-нибудь найдем. Так, нам туда, вот сквозь Скалицу, если честно. Я бежать не очень хочу, потому что это опасно. Довольно-таки опасно. Ульи нам не нужны. Мед мы не собираем. По сытости 74. Так, мы, значит, получается, либо вокруг бежать. А давайте вот так пробежим. На нас же никто, по сути, напасть не нападет. Да? А теперь мы просто побежим по мостику, пробежим там. Да, пробежим, блядь, по 10 мостиками везде пробежим. Оп. И где мы вообще? Куда мы побежали? Ага, мостик там. О, да. Оп. Теперь правильно.
Ну, типа, да, можно и там, в принципе. Куда? Почему ты повернулся? Объясни, пожалуйста. Да, давай туда. Бежим туда. Бежим, 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 бежим. Так. Нет, бежим дальше. Ой, ой, ой. Да, ночью, конечно, бегать такое себе. Такое себе дело бегать по ночам. Ну вот мы как раз здесь вот перебежим и погоним туда. Там как раз есть тропиночка. А вы можете, кстати, пока лайкой... Стоять, пока не ставьте, подождите, подождите, пока не ставьте. Да, пока подождите, пока сейчас я договорю, и потом все будет. Пока подождите. Это, конечно, да. Тут еще бы не потеряться, не заблудиться. Такие катакомбы, понятно, я вообще куда-то обратно побежал. Молодец. Красавчик. Опа. Опа. Да. Все, можно мне, пожалуйста, куда-то в нормальное место, да? Куда-нибудь там. Какие страшные деревья. Стрёмные. Так, все, вот на дорогу пряменько туда. Мне кажется, надо завязывать по ночам бегать, потому что ты больше времени тратишь на то, правильно ли ты бежишь. Дело даже, я могу по точке смотреть и ориентироваться, но вся проблема в том, что ты вроде ориентируешься по точке, но ты же не везде можешь пробежать. Ну вот снова я куда-то не туда. Короче, мне прямо надо. Я надеюсь, что тут гор никаких опасных склонов, потому что, как я понимаю, сивка тоже может себе что-нибудь поломать. Там, если с высоты будет спускаться, вот так аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Ну вот, вот тебе и крутой склон. Сивка попала и все. И все. Ну, а поближе ты не хочешь? Не, это все. Это максимум, да? Хорошо. Аккуратненько. Ага, это речка у нас, да? Аккуратненько. Все, тут уже можно хорошо. Ну и нам сюда. Да, крутые, конечно. Это оно? Это вроде оно. Да, это оно. Да, я хотел сказать, лайкосики ставьте, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь там в социальных сетях. На стиме можете мои игрульки посмотреть, может что-то понравится, захотите поиграть, купите, все дела. Потом еще историю одну маленькую расскажу, по минимуму там. Заяц. Да. Хорошо. Вот, ну все, в общем, в этом все духе. Там подписки, лайки, та-та-та. Осмотреть. Должно быть, это нужный крест. Мать Мария была права. Кто-то недавно оставил здесь цветы. Еще в округе Симон мог спрятаться где-то поблизости. Он прям спрятался, да? Ага.
Не, мне кажется, проще будет этим пешочком, не? Нужно смотреть, где в Аргентине сможет расти окопник. Окопник это тот какой-то красненький цветочек, да? Так, Сивка, знаешь, что мы сделаем? Мы слезем с тебя. Пробежимся сразу в центр на всякий случай. Ну, мало ли они прям в центре этой области для поиска поставили просто, да и все его. Мало ли. Да? Угу. Так, ну вот что-то есть. Кто-то сидит. Может, все-таки не стоит, а? Да заткнись уже всю. Ща, что тебе жрать нечего, а тут... Чего понимаю? Бродяга. Эй, ты чего ты здесь забыл? Я слышал голоса, я еще отца Симона. Я здесь различника Симона. Здесь такого нет. Есть. За дурака меня держите? Ну, может и есть тут кто-то. И чего? Мы никуда не уйдем. Спаси отца Симона. В смысле спаси? Так это типа они его это... Вы сами напросились, за вами гонится Тальберская стража. 2, 1, 13. У бродяги сила 13? Это где он там так прокачался, скажите, пожалуйста. Вы удерживаете колдуна. Довольно плохая затея. Что насчет выкупа? Мне лучше идти. За вами гонится Тальберская стража, вы удерживаете колдуна. Ну, удерживаете колдуна, это типа как-то, хоть и больше, но как-то, ну, странно. За вами гонится Тальберская стража, как-то получше будет. Либо я им просто могу дать пизды. Тоже вариант. Давай попробуем. Думаю, лучше вам не болтать, а бежать поскорее. И чего бы, думаешь, одолеешь нас? Может, я одолел бы, но это не важно. Я видел вас вчера, доложил Тальберг. Так что, если не собираетесь дожидаться сотника Борика, что служит пану Дивишу лучше... Холера, ладно, мы уходим. Насколько недалеко? Пока еще достаточно далеко. Если будете бежать, наверняка успеете. Ясно, ясно. Спасибо за предупреждение. Так как... Еба, побежали, пацаны, конечно, моментально просто. Хорошо. А в смысле спасти отца? А где он? А, это... Фу, я тебя не заметил, ты такой сидишь, темный весь. О, спасибо тебе, сын мой. Я уж было начал бояться, что мне не выбраться отсюда живым. Здорово, да. Они не были опасны, дурные настали времена. Ну, такие себе, конечно, но они опасны-то, да? Они выглядели опасно. Единственное, чем вы рисковали, что ваши пожитки. Знаю, несчастные глупцы, но я боялся, что они меня здесь оставят. Что бы я тогда делал? И кому же... Меня зовут Индржих. Быть может, вы меня помните, ясно, кузнеца из Калицы. Твое лицо воистину кажется знаем. Да, лицо, блядь, в шлеме. Но послушай, Индржих, мне думается, что ты не случайно нашел меня. Ну, конечно, нет. Это правда, я пришел попросить вас об услуге. Меня? Что ради всего святого я могу для тебя сделать? Мне нужно, чтобы вы вернулись в приход святого Иака. Тамошним людям нужно духовное наставничество. От Скалицы остались лишь дымящиеся развалины, и многие при святом Иоаке также погибли. Понимаю, но мне придется обмануть твои надежды. Я оставил свое признание, взамен посвятил себя епископам. Вы нужны людям, неизвестна твоя история. Ну, типа, он людям нужен. История, ну, история истории. Эпитемия. Посвятил себе эпитемии. Вообще без понятия, что это такое.
Мне известна ваша история, вы нужны, ну, истории, ну окей, ну так он людям нужен, людям нуждается в вас, прошу, поймите это. Я понимаю, но им нужен священник лучше меня. Вы понимаете, что происходит в мире вокруг вас? Идет война, отец, война, люди гибнут в природе святого Иака, в приходе перебили крестьян, искавших. Я не слеп и знаю, что произошло. И все же вы хотите, чтобы я вернулся к ним и сказал, что единственный человек на многие мили вокруг, способный дать им... Ты возлагаешь на меня великую ношу, Индрджит. Я знаю, но вы вынуждены... Нужны этим, пожалуй, ты прав. Это мой долг, по меньшей мере, на время, пока они не найдут кого-то получше. Как скажете, им не найти никого лучше... Не найти никого лучше... Лучшего в ближайшее время. Хорошо, я возьму с собой пожитки и вернусь в приход святого Иака. Спасибо, вас же прихожие будут...